Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Бэрон просит у господина Кудрета совета, как обращаться с Диланом. Господин Кудрет подбадривает его. Дилан был очень зол на то, что баран не понял, из-за чего она расстроилась, и пока она говорила ему, что не простит его, Сабиха спросила, скажет ли баран когда-нибудь тебе такое. Когда дело касается человека, которого он любит, он не слышит, что выходит из твоих уст, говорит, дай ему отдохнуть и не закрывай двери. В то время как баран говорит себе, я знаю, что это была моя ошибка, я думал, что откажусь от него из-за того, что я сказал, я не говорил этого, думая так, говорит господин Кудрет, волнуйтесь, чтобы вы не говори ничего, чего не хочешь говорить. Когда Бэрон спрашивает, что мне делать, и он говорит, просто продолжай проявлять свою любовь, и он обязательно это увидит, Бэрон говорит, что ты прав, пап, я верну его в этот особняк. Когда Дилан настаивает, что он не пойдет, госпожа Сабиха говорит, что мужчины разные, мой покойный муж обращался со мной так же, он сильно давил на меня, чтобы защитить меня, я спрашивала, кто защитит меня от вас. Когда Бэрон говорит, девочка, он тебя очень любит, отпусти меня, Дилан говорит, я знаю, что я тоже его очень люблю, но он поймет, что совершил ошибку, это будет не так-то просто. Ферат разговаривает со своим другом, поздравляет его со свадьбой и, говоря, «Ты, наконец, присоединился к нашему каравану», Ферат вспоминает момент, когда Гуль хотел уйти и убегает. Когда человек по телефону звонит «Привет, здравствуйте», он говорит, «Я позвоню тебе позже, поговорим» и вешает трубку. Баран приходит в дом Сабихи Ханем с букетом цветов и шоколадными конфетами в руке. Когда Дилан слышит приближение Бэрона, она подходит к двери и спрашивает, что случилось и почему ты пришел. Когда баран передает их Дилану, потому что их прислал баран Коробей, он говорит, «Хорошо, я перешлю их Дилану Коробей». Пока Дилан там, он открывает шоколад и ест его. Баран говорит, что у барана Коробея есть сообщение, и он сделает все возможное, чтобы отвезти Дилана Коробея в особняк и уйти. Когда приходит Дилан и госпожа Сабиха спрашивает, почему ты не пришел, она отвечает, что это было хорошо. Но его разум остается, и он идет к двери и проверяет, на месте ли она. Затем он заходит внутрь и говорит, что думает, что сможет простить себя цветами и шоколадом. Когда Цеврей говорит ей готовиться к свадьбе, Ясмин говорит, что сегодня день рождения ее матери, и у нее плохое настроение, потому что она очень по ней скучает. Он пытается убедить Цеврей. Джевдет велит Харуну готовиться к свадьбе, но Харун говорит, уходи, а я не приду. Джавахир объясняет Шаре шахматными фигурами, что мы притворим в жизнь наш новый план. Госпожа Азади и Хасан сидят лицом к лицу и обсуждают, когда Гуль и Ферат разведутся. Хасан очень уверен, что они разведутся, очень скоро объявят об этом, говорит, не волнуйтесь. Между тем, когда к ним приходит баран, госпожа Азади спрашивает, вы сказали, что моя жена придет, но ее все еще нет с вами. Баран заставляет ее замолчать, говоря, что моя жена придет, когда захочет. Господин баран Кудрет приходит к Ферату и Джихану, пока они сидят, и когда Джихан видит его состояние и говорит, что он плохо выглядит, он говорит, что нам нужно время. Затем он поворачивается к Ферату и спрашивает, прости, что пренебрег тобой, тебе еще что-нибудь нужно? Ферат говорит, нет, дядя, ты сообщил мужчинам, я позвоню им как-нибудь. Пока баран идет в свою комнату, Ферат встает от них, и когда Джихан просит господина Кудрета что-то сделать, он говорит, господин Кудрет, я сделал все, что мог, ваш брат решит все остальное. Когда Джевдет выходит из магазина, Харун узнает, что Ясмин тоже идет, и спрашивает, стоит ли ему тоже пойти. Когда Джевдет говорит, ты не хотел приходить, Харун говорит, что в магазине все кончено, и они уходят вместе. Когда Ферат собирается покинуть особняк, Хасан кричит и останавливает его. Когда Ферат говорит в гневе, Хасан Кудрет Ага говорит, не волнуйтесь, через 2 дня они выбросят вас за дверь, как мусор. Ферат спрашивает, в чем твоя проблема, папа,
ты боишься быть счастливым, чего ты от меня хочешь, я похож на свою мать или твои демоны приходят к тебе каждый раз, когда ты на них смотришь. После того, что услышал Хасан, поди передо мной. Когда я спрашиваю, какой господин, его сын должен жениться на служанке, Ферат говорит «да, отец» и уходит. Глаза Хасана наполняются слезами, когда он говорит: «Я действительно хотел относиться к тебе как к отцу и обнять тебя, но я не мог, мне не разрешили». Берен любит Дилан, глядя на ее фотографии, и вспоминает свои счастливые моменты с ней. Потом я хочу отправить сообщение Дилану, но он не может решить, что написать. Затем он написал: «Коты в саду скучали по тебе». Когда Дилан собирается немедленно ответить на сообщение, она блокирует себя. Когда Хевен спрашивает, что случилось, Дилан объясняет, что он быстро прощает, и Хевен говорит, как это приятно. Ферат видит Гуля в саду и хочет поговорить. Если вы хотите вместе рассказать матери о решении о разводе, она говорит: «Нет, Гуль, я скажу это одна». Тем временем к ней приходит Джихан и говорит, что нам нужно помирить моего брата и тетю, Гуль говорит что угодно и уходит. Когда он спрашивает, что случилось с Фератом, происходит ли что-то между вами, и Ферат отвечает, что это ничего не значит, Джихан говорит: «Я понимаю, для тебя нет ничего хорошего, дело решено». Харун и Джевдет наблюдают, как Цеврии и Ясмин готовятся. Пока Гуль плачет, к ней приходит дядя Ахмед и спрашивает, что случилось. Дядя Ахмед говорит: «Я знаю вас всех», и рассказывает ей сначала о характере Барана, а затем о характере Джихана. Наконец настала очередь Гуль, и она говорит, что у тебя было очень чувствительное сердце, и оно есть до сих пор, и что самым непослушным из тебя был Ферат, но он тоже развивался и рос с любовью. Когда Гуль спрашивает, что мы будем делать с ошибками, допущенными в прошлом, дядя Ахмед советует, что если люди пытаются быть хорошими, мы также должны попытаться прощать. Пока Берен сидит в саду, Дилан подходит к нему и садится. Пока Берен счищает шоколад с губ, Дилан спрашивает: «Зачем ты пришел сюда?». Затем Берен показывает Дилану фотографии из небольшого альбома и мило рассказывает о своих воспоминаниях о Дилане. Они оба думают, что если бы Баран сказал ему прийти, он бы пришел, ничего не сказав. Пока Дилан думает о том, чтобы попросить его остаться еще немного, Берен говорит: «Я пойду сейчас», и уходит. Госпожа Азади и Хасан приходят снаружи, а Гуль сидит в гостиной. Хотя они подразумевают, что Гуль женится на Ферате из-за денег, Гуль хочет встать и уйти. Госпожа Азади преграждает ей путь тростью, говорит, что у нее проблемы, не будем думать, что она вышла замуж за Ферата из-за денег, и Гуль уходит, ничего не сказав. Пока Баран думает в своей комнате, к нему приходит Джихан. Джихан выражает свою обеспокоенность за Барана, и когда моя тетя спрашивает, когда он приедет, Баран объясняет, что я не знаю и не хочу его заставлять. Госпожа Сабиха готовит тост за Дилана и приносит ему, но Дилан почти закончил шоколадные конфеты, которые принес Баран. Затем он показывает Гэже Сабихе альбом, который он создал из фотографий, которые Баран сделал без ее ведома. Мисс Сабихе это очень нравится, и она говорит, что Баран тебя очень любит. Затем Гуль поднимает эту тему, и Дилан звонит Гулю по видеосвязи. Когда я спрашиваю Гуля, как дела, как идут приготовления, вмешивается Джихан и говорит, что у Барана жар. Гуль приходит к госпоже Кадер и говорит: «Мне нужно с тобой поговорить». Когда Дилан начинает беспокоиться, звонит Джихану и спрашивает, как он. Дилан вешает трубку и говорит: «Мне все еще нужно повесить трубку», звонит доктор. Гуль рассказывает Кадер Ханем о положительных сторонах Ферата и развеивает все ее предубеждения относительно Ферата. Когда Ферат приходит к ним и госпожа Кадер говорит: «Как я ошибался насчет вас», Ферат думает, что Гуль все рассказал. Но госпожа Кадер говорит: «Извините, я была так не права, я думала, вы бросите Гуля». Гуль выходит в сад с Фератом и говорит Ферату, что хотя я так сильно тебя люблю, я не могу оставаться в стороне от тебя. Дилан не выносит болезни Барана и бежит в особняк. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев.
Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы видеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.